Рада всех приветствовать на своем канале. Благодарю вас за просмотры, лайки и комментарии. Если вы еще не подписаны на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь. Приглашаю. Наступили святки, а это самое благоприятное время для гаданий. Давайте и мы с вами погадаем на вашего суженого ряженого. Что он думает о вас, что к вам чувствует и как именно он будет к вам проявляться. Гадание актуально на момент его просмотра, даже если вы будете просматривать его через год или два. Давайте начнем. Итак, представьте мужчину, который очень вас интересует, волнует вас, но между вами нет никаких отношений, даже если вы с ним в отношениях загадываете. В случае, если вы одиноки, также можете погадать на суженого ряженого, которого вы встретите в обозримом будущем. Внимание! Будет два варианта. Выберите свой. Можно загадать на первый вариант одного мужчину, а на второй другого, если для вас это актуально. Также можно загадать на один вариант бывшего, а на другой, к примеру, настоящего или будущего мужчину. Расклад номер 1. Какого мужчину вы загадали? Карта Ленорман дерево. Дополним еще двумя картами оракула влюбленных, которые дадут нам совет, на что стоит вам обратить внимание, что для вас является важным, о чем говорит оракул. Если бы вы могли сделать что угодно, что бы это было? Ответ находится в вашем сердце, а не в вашем уме, ибо сердце – это путь к вашей душе. И вторая карта – священный союз. Почитайте и дорожите своими отношениями, ибо они поистине священны. Независимо от того, смотрите ли вы на будущего суженого или на того, кто с вами сейчас рядом, для вас это имеет большое значение. Давайте теперь раскроем описание вашего суженого по картам Ленорман. Относительно того, какого знака зодиака он может быть. Это Дева либо Телец. Если у него иной будет знак зодиака, тогда он может обладать качествами, чертами характера по этим знакам. Карта Дерева напрямую указывает на спокойную и сильную личность. Этот мужчина – сторонник крепких и долгих взаимоотношений, построенных на любви, верности, доверии и гармонии. Карта дерева обычно говорит о крепком здоровье человека. Также указывает на его стабильное положение дел. Если такой человек поставил цель, он обязательно придет к ней. Мужчина отличается спокойным нравом, он зрел и достаточно мудр. Это надежный человек, на которого можно положиться, домосед, отличный муж, семьянин. Он человек слова, пунктуален, любит порядок и аккуратность во всем. Часто выступает миротворцем, предоставляя поддержку и защиту не только на словах, но и на деле. Мужчина трудолюбив, ответственен, не бросает слов на ветер, серьезно относится к договоренностям, обещаниям, устоявшимся ценностям и традициям. Имеет устоявшееся жизненное кредо, кодекс чести и следует ему как в бизнесе, так и в межличностных отношениях. Но в плане эмоций, выражения чувств к любимой даме он теряется и не находит нужных слов, хотя внутри него горит пылающее сердце. Очень привязывается к даме и тяжело переживает разрыв. Есть и теневые стороны описания данного мужчины. Он очень упрям, воспринимает все слишком практично и материально. В порыве борьбы за справедливость может перегибать в некоторых нюансах. Здесь для него важно вовремя остановиться. Он остро не переносит неправду, ложь, несправедливость и предательство. Сочетание этих карт может указывать на мужчину, который предначертан вам судьбой стать вашим законным супругом, даже если вы с ним еще не знакомы. У большинства из смотрящих данный расклад с этим мужчиной уже сложились отношения, либо они, возможно, вот-вот могут начаться. Мысли вашего суженого ряженого мужчины, что он думает о вас. Мужчина часто о вас мечтает, а не просто думает. В случае, если вы с ним уже в отношениях,
Он думает, как бы он хотел прожить эту жизнь с вами. Он много планирует, перебирает всевозможные наилучшие варианты жизни с вами, варианты построения вашего общего семейного быта. Он всецело поглощен мыслями о вас и хотел бы остаток жизни прожить с вами. Он счастлив с вами. Смотрите, если у вас нет отношений, тогда мужчина планирует предложить вам серьезные отношения. Кого-то из дам он уже рассматривает в качестве своей супруги и готов позвать вас замуж. О ком-то он очень мечтает, хотел бы жениться, прожить с вами целую жизнь. В случае, если между вами пробежала черная кошка, вы в ссоре, мужчина очень хочет сделать шаг к перемирию. Он желает восстановить гармонию в отношениях и вернуть ваше доверие. Помимо пылкой страсти, у него есть зрелые чувства к вам. Он видит себя только рядом с вами. Таких, как вы, он еще не встречал. Дорогие дамы, здесь много информации о том, что ваш суженый ряженый видит в вас свой идеал. Также расклад отчетливо прорисовывает уверенность вашего мужчины в вас. Так как он видит вас очень практичной, надежной, вы для него человек слова, что он очень ценит. В его понимании ему крупно повезло, что он вас встретил. Скорее всего, ранее он полагал, что умных и одновременно красивых и верных не бывает. А в вас он видит эти качества. Вы всецело развеяли его сомнения. Что мужчина чувствует к вам? В предыдущем вопросе мы увидели, что он вас любит. Но как слов из песни не выкинуть, нужно рассмотреть этот вопрос расклада. У многих дам мужчина может переживать из-за того, что между вами, возможно, есть какая-то разница в чем-то. Например, в возрасте, странах проживания, социального статуса, взглядах на жизнь. Может быть, у вас принадлежность к разным религиозным конфессиям. В чем-то у вас нет общего мнения, мыслей, может быть, возможности быть вместе сейчас. Сюда также может относиться, когда один из вас свободен, а второй еще не разведен фактически. Это угнетает мужчину, он очень хотел бы исправить эту погрешность. Также в глубине его души таятся переживания, чтобы вы не рассматривали его в качестве кошелька, в меркантильных интересах поправить свое финансовое положение. Всецело он вам доверяет, но опыт прошлых отношений фокусирует его подсознание на этом. Да и что тут по чувствам еще сказать? Любит, пылает, горит желанием быть с вами. В случае, если вы в ссоре, между вами по непонятным причинам выросла стена недопонимания, вы отдалились друг от друга, он очень хочет сделать шаг к перемирию, жаждет вернуть вас. Без вас он просто не видит себя в будущем. Вижу, что сердечко его болит, все-таки что-то между вами произошло. Мучается, размышляет, как осуществить план возврата ваших отношений. Какими же будут действия вашего суженого ряженого в отношении вас? Ожидайте, ваш суженый все-таки появится, несмотря на то, что для него характерно долго думать и медленно действовать. Мужчина придет, в зависимости от ситуации, и найдет нужные слова, чтобы вернуть вас и восстановить ваши отношения. Знайте, что ваш суженый принадлежит к категории мужчин, которые добиваются своего. Готовьтесь, он будет завоевывать вас наново, применит весь свой харизматичный потенциал. Вы не устоите перед таким красавцем. Даже если он находится далеко от вас, в другом городе или стране, все равно он приедет, чтобы не через телефонный разговор или переписку с вами поговорить, а лично. Это говорит о его чести, достоинстве и доблести. Но, к сожалению, чем именно все закончится, расклад не показывает. Каждый из вас проживает свою жизнь. Дело в том, что не все дамы могут согласиться принять извинения от мужчины. Как показали последние два аркана Таро, дамы могут проигнорировать желание мужчины восстановить мир и гармонию. В этом случае, как говорится, далее еще будет, продолжение следует. Тогда между вами, скорее всего, все может стать на паузу. Окончательного вашего решения в данном прочтении карт расклад нам не показал. Но не забывайте, что этот мужчина ни перед чем не остановится. Всего вам наилучшего. Расклад номер 2. Какого мужчину вы загадали?
Карта Ленорман ключ. Давайте дополним еще 2 картами оракула влюбленных. Они дадут вам совет, на что стоило бы вам обратить внимание. Что для вас является важным? О чем говорит оракул? Карта баланс. Любовь не всегда заключается в согласии просто так. Хорошие отношения – это такие отношения, когда любящие поддерживают друг друга, и этим их проверяют на прочность. И карта романтика. Стрела Купидона поражает. Независимо от того, смотрите ли вы на будущего суженого или на того, кто с вами рядом, вам необходимо взять эти подсказки на вооружение. Те, кто с чистым сердцем достойно проходят испытания, остаются в паре, и этот союз невозможно разрушить. К каким знакам зодиака может принадлежать ваш суженый, ряженый по карте Ленорман ключ? Это Близнецы или Водолей. Но это не обязательно. Возможно, черты характера данных знаков могут присутствовать в мужчине. Карта-ключ может указывать на ключевого судьбового мужчину, которого так или иначе высшие силы посылают вам для долгосрочных отношений, либо для проверки вас обоих. Сможете ли вы пройти испытания на прочность? Если вы пройдете их по высокому баллу оценивания высших сил, значит, вам по судьбе также создать брак с этим мужчиной. Если вы уже в браке, тогда, выстояв эти проверки на прочность, вам больше не будет угрожать распад брака или развод. Карты описывают вашего мужчину как воспитанного, любезного, обходительного и умного человека. В нем много уверенности, на него можно положиться. Он обладает аналитическим складом ума. Это любитель ребусов и головоломок. Стратег, может найти выход из любой ситуации. Любит проникать в самую суть вещей. Все-таки ключ из железа, а этому элементу покровительствует Марс. Активный, общительный, находчивый и изобретательный человек. Зачастую такое описание имеют ученые, движители нашей планеты обетованной. Не удивлюсь, если он коллекционер машин, байков, может быть он айтишник, программист. Чем бы он ни занимался, если дело попадает в его руки, он поглощен им всецело, и результат работы будет заслуживать Оскара. Для многих дам речь может идти о мужчине, с которым вы давно знакомы, кто-то даже с детства. Либо вас могли познакомить с ним друзья, родня или коллеги. Внешность мужчины очень притягательна. Да, он красив, чертовски сексуален и умеет соблазнять дам. В его обществе очень интересно. Всегда и с радостью он поддержит беседу на любую тему. Он часто в центре внимания, душа компании. У него красивый голос, великолепно поставленная речь. Но несмотря на большое количество преимуществ, все же мужчина не раскроет вам всю свою суть. Многие так и не знают, чем и кем он живет, что у него на сердце. Есть моменты, которые он прячет в глубине души. Тут аж 3 старших аркана Таро вышло. Речь идет о вашем судьбовом или даже кармическом мужчине. Но есть одно но. Мужчина может оказаться женатым, если речь идет не о вашем муже. В глубине души он и держит эту тайну. Он не смог отпустить всецело эту даму из своих мыслей, а возможно из сердца. Если это ваш супруг, он вас не забыл, не готов отпускать. Скорее всего, ваш брак проверяется на прочность. Что ваш суженый ряженый думает о вас? Мужчина думает, что хотел бы с вами встретиться на празднике, корпоративе, вечеринке, там, где будет присутствовать много ваших общих друзей. Хотел бы пригласить вас на свидание, но каждая его попытка это сделать пока что не увенчалась успехом. Видимо, вы сейчас с ним в ссоре. Если это ваш супруг, ваш брак трещит по швам. Кто-то из вас мог потребовать развода в порыве гнева, ссоры. Мужчина думает, как бы пригласить вас на праздник или просто пообщаться с друзьями, так как если он там будет, вы можете отказаться туда пойти. Поэтому у него сейчас в мыслях хитрый план, который он
он хочет осуществить при помощи друзей. Вас пригласят, скорее всего, вам скажут, что его там не будет. Там он и появится, якобы случайно. Скорее всего, мужчина чувствует свою вину и очень хочет попросить у вас прощения. Он не хочет потерять вас. Об этом он сейчас и думает. Если речь идет о женатом мужчине, который обещал вам развестись со своей женой, и все никак это не происходило. Теперь он разводится, и он сможет всецело погрузиться в отношения с вами, не прячась от глаз окружения. В этом случае мужчина думает отпраздновать это событие. Вспомним, о чем говорил в начале расклада оракул влюбленных. Если вы достойно пройдете испытание, тогда вам суждено быть вместе. Что расскажут нам карты относительно чувств вашего суженого в отношении вас? Какие эмоции он к вам испытывает? Явно видно, что между вами произошла ссора, скандал. У мужчины камень на сердце, и ему больно о вас вспоминать. Он чувствует обиду, злость, ревнует вас. В глубине сердца мужчина таит надежду, что вас еще можно вернуть. Он чувствует себя как на окраине пропасти. Ему очень вас не хватает. Он обдумывает всевозможные варианты вашего перемирия, ждет подходящего момента, чтобы сделать шаг навстречу и попросить прощения. Вижу, что к некоторым дамам мужчина пытался подойти и поговорить с вами. В ответ от вас идет лишь холод, либо резкий отказ, глубокая обида и разочарование. Он и писал вам, и позвонить пытался, кто-то мог отправить мужчину в бан-лист. Он надеется, что вы оттаите и выйдете на тропу перемирия с ним. Между прочим, ваш мужчина советуется с другом или родственником, как стоит ему поступить в отношении вас далее. Мужчина не готов сдаваться, он переполнен чувством уверенности в том, что сможет вас вернуть. Он бы хотел серьезных отношений с вами. Он понял для себя, насколько вы важны, ценны для него, как сильно он вас любит и боится окончательно потерять вас. И последний, третий вопрос. Как мужчина будет действовать в отношении вас? Все-таки у мужчины получится провернуть свой хитрый план. Вас пригласят на праздник, вечеринку, может быть, и друзья просто позовут в гости, и там произойдет ваша с ним встреча. Мужчина предложит вам начать или восстановить отношения, будет приносить извинения, признаваться в любви. От него может поступить предложение сойтись вместе жить, если вы живете порознь, но со стороны друзей может произойти какой-то подвох. До вас могут дойти какие-то нелицеприятные новости, сплетни. Кто-то может взболтнуть лишнего под шофе. Тем самым всплывет наружу какая-то личная информация о вашем мужчине. Возможно, какой-то выпивший друг может некорректно пошутить, что вам не понравится. Праздник может быть омрачен чьим-то несуразным поведением. Это все понятно, но осадок у вас останется неприятный, что вызовет у вас недоверие к мужчине, на которого мы гадаем. Опыт прошлых ошибок в отношениях, разбитого сердца в прошлом заставит вас задуматься над тем, ваш ли этот мужчина, соглашаться ли на отношения с ним. Вы бы не хотели обжечься снова. Еще идет информация, что на мужчину какая-то из дам в вашем окружении положила глаз. Примите к сведению. Так что мужчина к вам будет двигаться, стараться вернуть вас, но не факт, что вы окончательно согласитесь. В итоге вы можете полностью разочароваться в нем, уже много в нем себялюбия и жажды внимания к его персоне. Вам решать, но кто не рискует, тот не пьет шампанского. Всего вам наилучшего. Благодарю всех вас, мои дорогие, за просмотр, лайк, подписку и комментарии. Еще раз поздравляю вас с новым 2025 годом. Жду от вас комментариев. Крепко вас обнимаю и целую. С вами была Марго. До скорой встречи.